Всем привет! Меня зовут Андрей Ананьев. Я руководитель специализированного рекламного агентства по таргету в YouTube, а также автор курса «Профессия YouTube-таргетолог». Сейчас мы поговорим про фишки рекламы в YouTube в 2022 году. Первое – это то, что первые 30 секунд в рекламном ролике бесплатные. Конечно, это не фишка 22 года, так уже много лет. Но я ее все равно тут оставил, потому что это важно, и про это многие не знают, и, скажем, это вообще не используют. Конечно, это работает только для длинных роликов, как бы пропускаемого формата, который более 20 секунд. Но рекомендуется делать ролики более 30 секунд. В принципе, средняя длительность ролика сейчас вот с теми форматами, с которыми мы работаем, компаниями, порядка 1,5 минут. Соответственно, в этом случае вы за первые 30 секунд не платите. Это дает очень большие возможности по написанию сценариев. То есть, когда вы учитываете этот момент и, можно сказать, немножко провоцируете людей пропустить, собственно, ваш ролик. Вот. Там еще есть правило 5 секунд, когда они не могут пропустить, да. Потом следующее – это 30 секунд, когда, собственно, они до этого времени, если пропустят, то и хорошо. Вот. Еще раз про это говорю, это остается, и, соответственно, это можно продолжать использовать активно и получать очень хорошие результаты с точки зрения привлечения лидов с YouTube и, трафика и лидов с YouTube. Следующая фишка – это то, что кабинет Google рекламы обучается. Google рекламы или Google Ads, то есть по-английски Google Ads, по-русски Google реклама. Опять же, он не то, что начал обучаться только сейчас, он обучается также, в принципе, много лет, но это фишка, которую многие не знают или даже, может, знают, но не знают, как с этим работать, как это использовать. Там суть в том, что кабинет, который... Если у вас, допустим, уже как-то плохо была запущена реклама, и он дает дорогие лиды, плохие результаты, то совет просто создать новый кабинет и начать заново, потому что иначе вы можете, что называется, тянуть в мертвую. И также, когда вы создаете новый кабинет, сначала вы там должны настроиться на наиболее теплую аудиторию и, соответственно, дать ему, дать понимание, кто ваши клиенты, и далее уже решать аудитории. То есть, соответственно, непонимание этого, неиспользование этого, ведет к тому, что у вас потом или очень дорогие цены лида, или, соответственно, вам тяжело разгонять аккаунт, увеличивать рекламные бюджеты. Так что я считаю, что это фишка, про которую не все знают далеко, знают какие-то специалисты, но которые уже давно на рынке, но новички про это не знают, и это, фишка, я ее, с вами ей делюсь, так что имейте это в виду, используйте. А следующая фишка – это то, что снять продающий ролик несложно и недорого. А тут какая ситуация? Когда мы говорим про видеоролик, у нас все равно ассоциации больше происходят с телевизором, то есть там какие-то сложные ролики, дорогостоящие, где-то вертолет летит, какие-то актеры привлечены, какие-то студии. Мы все понимаем, что это стоит миллионы рублей, иногда миллионы долларов, И есть такое ощущение, что снять ролик, это сложно, дорого, и я из-за этого не пойду на YouTube, потому что такой есть, миф такой, что это дорого. На самом деле нет. Сейчас для того, чтобы снять продающий ролик, зачастую достаточно просто, как я, например, я сейчас сижу, это называется формат говорящая голова, в данном случае я в маленьком окошечке, но это может быть на весь экран, но, кстати, и также может быть даже в виде презентации, только покрупнее, наверное, меня бы надо было сделать. Вот такие форматы, где вам достаточно, по сути, из оборудования, если у вас, допустим, iPhone, начиная с 11 модели, он уже снимает очень хорошо, или аналоги, и, возможно, этот микрофончик какой-нибудь Боя за 1500-2000 рублей. То есть очень дешевый набор. Можно еще как вариант какой-нибудь цвет кольцевой, который тоже несколько тысяч стоит. То есть даже если вы не хотите арендовать студии и так далее, вы можете это, в принципе, такие истории у себя собрать даже дома и как-то записать. Я, например, рекламные ролики у себя записываю на кухне, у меня тоже нет какого-то сверхдорогостоящего оборудования. И в данном случае я сейчас записываю в кабинете ролик, но имеется в виду рекламный, я снимаю там, потому что там чуть более профессиональное оборудование, чем я сейчас использую. Но суть остается в том же, что
как бы это не сложно и недорого. И вот этот миф, что ой, как же мы снимем, это же надо, наверное, там как-то прям арендовать какие-то там залы, павильоны и снимать там кучу этих самых операторов и так далее, и так далее. Вот. Нет, это не так, и это, опять же, надо знать, использовать, и, соответственно, ну, не бояться, что сейчас, там, в 2022 году это точно останется, и такой формат роликов, он будет работать. Следующая, да, фишка, то, что на самом деле, если у вас, вы как-то там уже используете для продвижения Инстаграм, соответственно, можно вообще взять сторис из Инстаграма, то есть и вообще в этом случае ничего не снимать, и добавить к нему пэкшот. Пэкшот — это, ну, конечная заставка. На ней там можно вывести обратный отсчет секунд, чтобы это как-то была какая-то динамика и так далее. И чтобы получить длину видео более 30 секунд. То есть у вас там сторис 15 секунд, вы еще к нему там, условно говоря, добавляете, да, там более 15 секунд, у вас получается более 30 секунд формат. И, допустим, видео не обязательно даже превращать в, как бы, в горизонтальный формат, можно там квадратным оставить, как-то сделать. Ну, короче, это вопрос монтажа, в зависимости от того, какой у вас ролик, да, именно в сторис. Но как бы тоже вариант, и в нашем практике он тоже вполне неплохо может работать. По бокам там какой-нибудь фон делаете. То есть, опять же, здесь себестоимость вообще там условно там 500 рублей монтажеру, да, заплатили, он вам все сделал. Все, у вас уже есть ролик для YouTube. Вот, чтобы протестировать гипотезу. Потом вы ее можете переснять. Как я говорил ранее, это несложно, это недорого, и, в принципе, ну, не нужно там этого бояться. Но вот с этого можно даже начать, да? Ну и, скажем, последняя фишка, что до сих пор малая конкуренция. То есть, действительно, таргет в YouTube, несмотря на то, что за последний год он как бы, ну, стал, конечно, доля его возросла, в том числе благодаря нашим усилиям. Я рассказываю на это на конференциях, общаюсь с людьми, веду какие-то там, ну, скажем так, как вот сейчас, например, да, записываю видео, рассказываю, как бы популяризирую это, обучаю этому. Вот. Но все равно до сих пор очень малая конкуренция, то есть если сравнить с, допустим, там, таргетом, там, с тех же, там, опять же, Фейсбуком, да, и так далее, то это, ну, как бы YouTube пока остается пустой нишей, и это, мне кажется, очень крутая фишка. Так что используйте эти небольшие такие, как бы, ну, я их назвал, да, фишки, и, в принципе, удачных вам рекламных кампаний.